За последние несколько десятилетий нейробиология сделала огромный скачок в изучении работы человеческого мозга. Тем не менее, мозг по-прежнему остается одним из самых малоизученных органов, а также самой сложной и загадочной частью нашего организма. Кора головного мозга разделена на 180 секций, которые участвуют в выполнении различных функций, а общее количество элементов мозга составляет около 90 миллиардов нейронов, что сопоставимо с количеством звезд в нашей галактике Млечный Путь. Кроме того, мозг содержит примерно 1 квадриллион, это единица с 15 нулями, синапсов. Именно в синапсе происходят базовые информационные процессы, они соединяют нейроны друг с другом и обеспечивают передачу сигналов. Самое загадочное в функционировании мозга то, как срабатывает механизм запуска нейронов и как они организуются в невероятно сложную сеть. Удивительно, но для описания взаимодействия между нейронами потребовался бы объем компьютерной памяти, сравнимый с количеством частиц наблюдаемой Вселенной. В результате взаимодействия нейронов полученная информация трансформируется в миллионы электрических импульсов, а мозг считывает эти сигналы так же, как компьютер считывает компьютерный код. И все же мозг устроен намного сложнее компьютера, поскольку одна ячейка памяти имеет только два значения – 0 и единицу, в то время как нейроны закодированы в мозге распределенной сетью. Именно в них протекают процессы, которые и делают наш мозг мыслящим. По сути, мышление представляет собой трафик в нейронной гиперсети разума. Таким образом, наш мозг настолько совершенен, что по уровню производительности компьютеры не смогут к нему приблизиться, вероятно, никогда. Скорость передачи информации в мозге составляет до 120 метров в секунду. При этом мозг тратит минимум энергии, примерно как лампочка в холодильнике. Для мощного компьютера этой энергии не хватит даже для охлаждения. Тем не менее, эффективность вычислений мозга неизмеримо выше, чем у самого мощного компьютера. Благодаря высокоэффективным вычислениям мозг почти мгновенно выстраивает нашу реальность, используя предсказательное кодирование. Об этой теории мы уже рассказывали в предыдущих видео. Фактически, мы воспринимаем не окружающий мир, а моделирование мозга, которое корректируется на лету при поступлении сенсорных сигналов извне и от внутренних органов. Интересно и то, как мозг обрабатывает изображение для создания безупречной картинки. И если понаблюдать за человеком, который смотрит на двигающиеся объекты, например, во время поездки на автомобиле, то можно заметить, как зрачки его глаз быстро перескакивают и синхронно возвращаются назад. Эти движения, которые считаются самыми быстрыми в человеческом теле, называются саккадами. Ежедневно мы совершаем более 250 тысяч саккад и около 5 саккад каждую секунду. А теперь попробуйте проделать то же самое с хорошей видеокамерой, совершая множество мелких движений. Разумеется, качество такой видеосъемки вас разочарует. Тогда почему же зрение человека во время саккад не становится размытым? Все дело в том, что для решения проблемы стабилизации изображения мозг использует особые технологии. Во время саккад наша зрительная система снижает свою чувствительность. Но как только в ней происходит внезапное изменение, высокочувствительный детектор глаза, который представляет собой 1,5-миллиметровое углубление в центре сетчатки, сразу же направляется в его сторону. Вы можете сами выполнить интересный эксперимент с саккадами. Для этого вам понадобится ассистент. Если вы встанете к зеркалу и будете смотреть на свои глаза, поочередно то на левый, то на правый, вы не заметите никаких движений. Но не волнуйтесь, ваш ассистент обязательно их заметит. Обратите внимание, что во время саккад оба глаза всегда двигаются синхронно в одном направлении. Стоит отметить, что механизмы, лежащие в основе этого процесса, до сих пор полностью не изучены. Согласно одной из теорий, во время саккад мозг удаляет ненужные изображения, а для стабилизации визуальной информации оставляет только первую и последнюю картинки. Еще одно интересное явление, связанное с уловками нашего мозга, называется хроностазис – иллюзия остановки времени. По сути, наша визуальная система обманывает нас, чтобы скрыть, сколько времени занимают некоторые движения. Фактически, для того, чтобы успеть обработать картинку и избежать ее размытия, мозг как бы останавливает время в течение саккад. Причем останавливает на довольно длительный период – до половины секунды.
Самое распространенное явление этой иллюзии известно как эффект остановленных часов, когда при первом взгляде на секундную стрелку аналоговых часов вам может показаться, что она остается неподвижной дольше обычного. Кроме того, хроностазис может происходить после возникновения неожиданного события, когда мозгу требуется короткая пауза для формирования новой задачи, поэтому момент может казаться растянутым во времени. Этот эффект вполне согласуется с идеей прогнозируемого кодирования о том, что визуальная система моделирует события еще до восприятия. Согласно новейшим исследованиям, каждый человек наблюдает реальность с 15-секундной задержкой. Об этом совсем недавно заявили ученые, опубликовав свою работу в научном журнале Science Advances. В результате проведения серии экспериментов исследователи из Калифорнийского университета в Беркли и Абердинского университета в Шотландии обнаружили новый нейрофизиологический механизм, который отвечает за сглаженность и целостность визуальной информации. С помощью этого механизма мозг автоматически выравнивает визуализацию. Он объединяет объекты, изменяя их внешний вид для того, чтобы они казались более похожими друг на друга. В действительности наш мозг обманывает нас, обеспечивая иллюзорную стабильность окружающей среды. Поэтому вместо анализа каждого полученного изображения мы просто воспринимаем нечто среднее из того, что видели 15 секунд назад. На самом деле, если бы наш мозг постоянно обновлял данные и не сглаживал визуальный поток, то наша визуальная система была бы перегружена различными движущимися картинками с постоянными колебаниями света и теней, что, безусловно, сказалось бы и на человеческой психике. Кроме того, наш мозг всегда выбирает самый простой путь для экономии собственных ограниченных ресурсов. И для него такой механизм изменения внешнего вида объектов является наиболее простым, быстрым и эффективным. Поэтому вместо того, чтобы позволять нам видеть изображение в режиме онлайн, мозг, подобно машине времени, отсылает нас в прошлое примерно каждые 15 секунд. Этот нейрофизиологический механизм, постоянно смещающий наше восприятие в сторону прошлого визуального опыта, также известен как поля непрерывности. С помощью него наша зрительная система жертвует точностью ради плавного визуального восприятия окружающего мира. Этим объясняется, почему, к примеру, при просмотре фильма мы не замечаем тонких изменений, которые происходят с течением времени, или же замену актеров дублерами, а также наложенные спецэффекты. Таким образом, мозг, собирая информацию, превращает ее в модели, фактически сжимая каждые 15 секунд полученных данных в одно впечатление, чтобы мы могли нормально функционировать. А для того, чтобы вы могли убедиться в этом сами, мы оставим ссылку на короткий эксперимент от Мауру Манасси, одного из авторов исследования. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного. Поддержать наш проект и пожертвовать любую сумму можно, нажав на кнопку «Спонсировать» под любым из видео нашего канала или перейти по ссылке в описании под видео. Приглашаем вас в нашу группу ВКонтакте, Телеграм и Инстаграм.